Всем привет! С вами Алла. Итак, сегодня мы с вами посмотрим тему общего расклада. Какая женщина отдаст, подарит вам свои чувства и свою любовь. Выбирайте свою колоду, свой вариант. Это колода первый вариант, это колода второй вариант. Кто у меня впервые в гостях, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И открываем сигнификатор первого варианта. Итак, какая женщина подарит вам свою любовь? Паж жезлов. Ну, с этой женщиной пока еще нет отношений. Значит, расклад кому подойдет? Подойдет для тех, кто недавно познакомился за новые отношения. И подойдет для тех, кто на сейчас с этой женщиной состоит в дружеских, приятельских отношениях. Значит, если описывать саму женщину, женщина к вам относится очень по-доброму. Может проявляться как друг. Может по любым вопросам говорить там: обращайся ко мне, или там я тебе помогу, или, знаете, как некое дружеское плечо для вас и в тяжелых случаях, и просто поговорить, пообщаться. Но вот здесь человек вот на сейчас больше идет как друг, приятельница, поддержка. Между вами на сейчас есть взаимопонимание такое, человеческое. Рядом с этой женщиной может быть ощущение тепла, поддержки, понимания. Здесь женщина думает о вас не как о друге. Она здесь думает о вас как о мужчине. Но здесь есть, ребят, сдерживающие факторы. Расклад общий, поэтому здесь я вам перечисляю варианты, которые могут быть. Ну, а вы уже, как говорится, сами поймете, что ваше, что не ваше. У кого-то здесь отыграется большая разница в возрасте, как вариант. Поэтому это может быть препятствием. Для кого-то это может, например, отыграться как то, что вы женаты, она об этом знает и не хочет вмешиваться и быть третьей, лишней. У кого-то может отыграться еще какая-то история. Например, вы в разных городах можете жить. И поэтому здесь очень большая к вам душевная тяга. Но дальше тяги оно никуда не заходит. В общем, здесь могут быть разные варианты, почему она так себя ведет. Но однозначно здесь человек не хочет вам делать больно, не хочет причинять вам боль, проблемы. Здесь очень большое уважение к вам. Здесь реально любовь. Знаете, вот когда ты любишь без эгоистичной привязки. Есть эгоистичная любовь, это когда я хочу тобой обладать. Вот это, кстати, барышня, королева мечей. А есть любовь, когда я хочу, чтобы ты был счастлив.
Ребят, здесь может быть у кого-то еще, кстати, школьная любовь, либо какая-то университетская любовь. Еще может быть история, когда вы очень давно знаете друг друга, вы делитесь своей жизнью, она вам что-то рассказывает, вы ей что-то рассказываете. В каких-то моментах она даже может быть как ваш психолог или как ваш священник даже. Здесь вы можете рассказывать прям вот какие-то, ну, очень такие щепетильные, душевные какие-то проблемы. Вот она реально вас в этом может поддерживать. А хотела бы ты отношений как с мужчиной? Но здесь карты почему-то говорят, что это невозможно. Смотрите, какие тяжелые карты выпадают. Здесь есть какие-то, ребят, препятствия, из-за которых вот она так может думать. Вот чей это расклад, вот у кого он отыгрывается, напишите в комментариях, что это такое, какое это препятствие между вами. Ну вот в вашем личном случае. Почему здесь у женщины есть любовь, но она сама для себя закрывает возможность быть с вами как с мужчиной. То есть она отдает себе отчет в том, что она вас любит как мужчину. И здесь даже есть карты про то, что она готова вас ждать. Вот откуда она вас готова ждать. Ну, смотрите, здесь аркан суд еще выпадает, поэтому у кого-то даже может отыграться, может быть, вы где-то находитесь в каких-то местах лишения свободы, может быть, на войне, может быть, не знаю, здесь вопросы касательно здоровья, может быть, у вас есть какие-то проблемы по здоровью, и она понимает, что, ну, как бы, невозможно эти отношения строить на перспективу. То есть все вот эти варианты сюда подходят. Хорошо, а если бы мужчина согласился на эти отношения, как бы ты себя повела? Но видите, все равно карты говорят, что как будто эти отношения не особо возможны. Здесь есть какие-то очень большие препятствия, за которых эта любовь почему-то на расстоянии. Знаете, здесь как память душ. Типа, я тебя люблю, и я от тебя ничего не хочу. Я просто тебя люблю и вот счастлива от того, что ты есть в моей жизни. Интересный расклад. Отпишитесь в комментариях, вот у кого он отыгрался, и у кого-то ваша история. Вот что это такое. Почему так я тебя люблю, но почему-то здесь женщина как не верит в то, что вы можете быть вместе. Так, вот такой был первый вариант. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что вы можете у меня заказать личное гадание. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Так, двойки. Идем с вами. Так, ваш сигнификатор. А у вас королева чаш сразу выпала. Туз чаш. Какая-то сомневающаяся женщина. Так, что-то у нас какие-то сегодня все проблемные выпадают. Смотрите, тут во втором варианте однозначно на момент вашего знакомства женщина была занята. Здесь сразу такой месседж, типа, ну я ж не виновата, что я вышла за него замуж до того, как встретила тебя.
Здесь на момент вашего знакомства она была занята, то есть она уже была замужем. Какое-то время здесь женщина держала вас на расстоянии. Здесь всячески вот она по аркану отшельник пыталась вам дать понять, что не подходи, ничего не может быть между нами. У кого-то она это прям в лицо говорила, а у кого-то это как показывала действиями. Но все равно здесь какая-то была история, какая-то тут была ситуация, которая, знаете, как прорвала вот эту историю. Ну, например, что-то могло быть. У кого-то это может быть какая-то была вечеринка, там, где вы оба напились, и она по пьянке вам это все рассказала. У кого-то мужчина первый сказал, и она уже как бы в ответ это все рассказала. В общем, какая-то здесь была ситуация, которая спровоцировала ее искренность, которая спровоцировала ее вот эту правду про то, что у нее к вам есть чувства. Здесь тоже история достаточно длительная. Во втором варианте здесь тоже люди давно знают друг друга. И женщина здесь тоже делала вид, что ничего не происходит. Восьмерка Пентаклей у кого-то может отыграться, как вы коллеги по работе, либо клиенты друг другу, кто-то кому-то. Здесь могло отыграться, что кто-то кому-то клиент, и вы как бы ходили друг к другу тут очень много лет, просто как вот как к специалисту. И пока ходили вот как к специалисту, здесь и возникла вот эта вот любовь, вот эти вот чувства. И потом в какой-то момент здесь произошло признание. И что было дальше? Ну, здесь кого-то из вас это могло напугать. Вы могли отодвинуться, да. Здесь вот этот разговор, который эта женщина произвела, он мог мужчину напугать. Если вначале женщина держала на расстоянии мужчину, то потом после этого разговора все поменялось в обратную сторону. Здесь мужчина потом испугался. Здесь мужчина не ожидал такого признания, здесь мужчина не ожидал такого интенсивного, что ли, проявления, назовем это так. Что у тебя сейчас на сердце? Разбитое сердце и четверка мечей. Да, женщина, конечно, тут была шокирована реакцией мужчины. Знаете, мужчина, видимо, не ожидал. Для мужчины это было как-то неожиданно, это какой-то был шок. И мужчина как бы закрылся от того, что женщина сказала. А женщина это неправильно проинтерпретировала и как бы накрутила себя, что как бы это конец, это все, типа я ему не нужна. И потом уже она закрылась. Хотя, видите, изначально вот здесь прям чувство, туз чаш. Хорошо, если бы мужчина проявился бы, что бы ты делала? Здесь очень большое сексуальное влечение. Здесь была очень большая влюбленность, которая так и не раскрылась. Тут какая-то вообще кармическая, ребят, история.
Тут в общем раскладе это нельзя рассмотреть, потому что здесь очень много по верховной жрице. У кого-то эта история еще раскрутится, у кого-то уже нет. У кого-то тут туз мечей отыграется, у кого-то верховная жрица. У кого-то здесь по карме эта история должна была закончиться на какое-то продолжительное время, чтобы потом опять начаться. А у кого-то она здесь закончилась уже. Это, знаете, как души помнят друг друга и бессознательно вспоминают, когда вот вы встречаетесь, вы просто чувствуете опять какие-то глубокие чувства и не можете логически их объяснить, почему я это испытываю к этому человеку. Вот здесь память душ сработала во втором варианте. Так что тут такой немножко таинственный расклад у двоечек. Кто себя узнал, и вы вот находитесь в такой немножко таинственной кармической истории, и вы хотите понять, кто эта женщина в вашей жизни, для чего она вам, и есть ли шанс с ней быть, и стоит ли вообще это делать. Обращайтесь за личным гаданием, и уже на личном гадании мы рассмотрим вашу индивидуальную ситуацию. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. И в переписке расскажу, что необходимо для личного расклада и как это происходит. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И всем до новых встреч. Пока.